Офицер Смит, патрулируя улицы своего района, заметил маленькую девочку, сидящую на тротуаре. Она выглядела испуганной и одинокой, а ее большие, полные слез глаза искали помощи. Смит подошел ближе и услышал, как девочка прошептала 3 слова: «Спасите меня, пожалуйста». Эти слова вызвали у него мурашки по коже. Он понимал, что должен действовать быстро, ведь в ее голосе звучала настоящая тревога. Сразу же после этого Смит позвал свою коллегу Лизу, которая осматривала местность в поисках родителей девочки. Она быстро подошла, и Смит рассказал ей о том, что услышал. В это время он достал свой телефон и сделал снимок девочки, отправив его всем полицейским, чтобы они могли помочь в поисках ее семьи. Спустя несколько минут к ним подошла пожилая женщина, которая узнала девочку. Она сообщила, что девочка сирота, и у нее нет никого, кто мог бы о ней позаботиться. Смит и Лиза решили отвезти девочку в участок, чтобы обеспечить ей безопасность и начать расследование. По дороге они обсуждали, как лучше поступить с девочкой. Они пришли к выводу, что необходимо распространить информацию о ней по всему городу, чтобы попытаться найти ее родственников или опекунов. Скоро начался поток звонков с потенциальными зацепками, но ни один из них не приводил к успеху. Вдруг Смит и Лиза получили звонок из богатого района. По голосу на другом конце провода они поняли, что там могут знать что-то важное. Когда они прибыли на место, девочка неожиданно начала реагировать на роскошный особняк, стоящий на углу улицы. Смит и Лиза обменялись взглядами и решили осмотреть особняк, чтобы выяснить, есть ли связь между ним и девочкой. Владелец особняка, мужчина средних лет, встретил их с недовольством. Он отрицает знакомство с девочкой, и его уверенность только усилила подозрения Смита и Лизы. Они заметили, как девочка напряглась, когда проходила мимо определенных комнат, и это не могло не насторожить их. Понимая, что что-то здесь не так, они решили установить скрытое наблюдение за особняком, чтобы выяснить правду. Смит и Лиза начали задавать вопросы владельцу, но тот лишь отмахивался от них, утверждая, что у него нет времени на их допросы. Внезапно девочка произнесла слова «Есть и другие». Эти слова изменили ход расследования. Смит и Лиза обменялись взглядами, и в их сердцах возникло чувство тревоги и решимости. Они немедленно задержали владельца особняка и организовали обыск. Во время обыска они нашли потайную дверь в подвале, которая привела их в темное помещение. За дверью они обнаружили еще одного ребенка, который выглядел испуганным и истощенным. Команда поняла, что детей использовали для финансовой выгоды, и это было ужасным преступлением. Владелец особняка был арестован по обвинению в эксплуатации детей, и Смит с Лизой почувствовали, что сделали что-то важное. Местное сообщество, узнав о произошедшем, отреагировало с шоком и гневом. Люди начали собираться, выражая свою поддержку и требуя справедливости. Дети были спасены и помещены в приемные семьи, где им обеспечили заботу и внимание. Агентства по защите детей работали над тем, чтобы гарантировать их безопасность и восстановить их доверие к окружающим. Это дело стало важным уроком для всех. Смит и Лиза знали, что их работа не закончилась, и они продолжат бороться за безопасность детей, чтобы ни одна история не закончилась так трагично, как эта. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.